Всем привет! Сегодня с вами прогуляемся по Москве, посетим основные достопримечательности и насладимся атмосферой предстоящих новогодних праздников. Нахожусь я сейчас на ВДНХ. Вот напротив меня виднеется главный вход в ВДНХ, в котором сейчас проходит выставка «Россия». Здесь у нас памятник покорителям космоса, а напротив расположена гостиница «Космос». Международная форум-выставка «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Участниками выставки стали все регионы России, федеральные министерства и ведомства, а также общественные организации. Выставка позволит познакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями нашей страны. На все время проведения выставки запланированы обширные деловые мероприятия, а также развлекательные программы. В общей сложности выставка продлится 161 день. На территории ВДНХ будет представлена 131 экспозиция, а также будет проводиться порядка 500 экскурсий. Подробнее об этой выставке вы можете ознакомиться на официальном сайте в интернете. И главное, вот у нас сегодня два прекрасных Деда Мороза, но страна у нас какая большая! Дедов Морозов у нас много, и каждые выходные мы отмечаем. На ВДНХ недавно открыли каток, причем в прошлом году он находился у фонтанов «Каменный цветок». А я тем временем дошел до одного из самых известных павильонов. Это павильон «Космос». Внутри павильона «Космос» находится музей авиации и космонавтики, а перед музеем самолет Як-42 и ракета-носитель «Восток». Моя прогулка по ВДНХ подошла к концу. И сейчас я направляюсь к памятнику покорителям космоса. Монумент покорителям космоса был установлен 4 ноября 1964 года в память о достижениях советского народа в освоении космического пространства. Установлен он, как вы заметили, около ВДНХ. Высота монумента составляет 107 метров, что делает его вторым по высоте памятником в России, уступая лишь монументу Победы, который установлен в Москве на Поклонной горе. Спустя несколько лет после открытия монумента около него разбили парк с мемориальной аллеей героев космоса. Со временем на аллее были установлены бюсты космонавтов и пионеров ракетостроения Юрия Гагарина, Валентины Терешковой, Владимира Комарова, Сергея Королева, Мстислава Келдыша, Валентина Глушко, а также Константина Циолковского. Предлагаю прокатиться на московском монорельсе. Московский монорельс является единственным монорельсом в нашей стране, и расположен он на северо-востоке Москвы, включает в себя 6 станций, одну линию, длина которой составляет чуть больше 4 километров. Следующая станция – Телецентр. Кстати, стоит отметить, что линия монорельса проходит мимо нескольких достопримечательностей Москвы, таких как памятник рабочей колхознице, ВДНХ, памятник покорителям космоса, Телецентр и телебашня Останкино. Как раз таки мимо нее мы сейчас и проезжаем. Высота башни 540 метров, что делает ее 15-й по высоте сооружением из когда-либо существовавших, а также высочайшим сооружением в Европе и России. В хорошую погоду, кроме Москвы, Останкинская башня видна из некоторых пригородов Московской области: Мытищи, Королев, Люберцы, Одинцово, Подольск, Домодедово.
А теперь предлагаю проехаться немного на московском метро. Мы в центре Москвы, на Тверской улице. Сейчас будем выходить в сторону Красной площади. Даже в центре Москвы снег чистит не до конца. Вон уже виднеется Арсенальная башня Московского Кремля. Мы уже практически подходим к самому центру нашей столицы. Иду я сейчас по Тверской, одной из центральных улиц в Москве, которая непосредственно примыкает к Манежной площади у Кремля. Вдоль улицы расположено несколько достопримечательностей, такие как гостиница Ритц-Карлтон и Националь, здание мэрии Москвы, Центральный телеграф и английский клуб. Как видите, уже стемнело, потому что мне пришлось надолго отлучиться. Сейчас мы пойдем в сторону Красной площади, а потом отправимся в сторону Москвы-Сити. Как же много народу стремится попасть на Красную площадь в преддверии новогоднего праздника. И вот, тем самым я добрался до Красной площади, сердца нашей столицы. Красная площадь является главной площадью страны. В данный момент на ней сейчас расположена новогодняя ярмарка, каток и несколько аттракционов. Главная новогодняя елка Красной площади. Тут я решил пройти по Никольской в сторону метро. Я в Москве-Сити. Москва-Сити — это столичный деловой центр. Он представляет собой своеобразный квартал из 19 небоскребов, в которых есть все для бизнеса, досуга и проживания. Помимо небоскребов, в центре всего комплекса стоит огромный торговый центр Афимолл Сити. Построены 4 станции метрополитена. И здесь я вышел уже с другой стороны Афимолла. Пейзаж примерно один и тот же. Что касается Афимолл Сити, то я могу сказать про него, что он строился больше 15 лет, и в нем находится гостиница, сам торгово-развлекательный комплекс, очень много магазинов и киноконцертный зал.
На этом моя прогулка по Москве подошла к концу. Еще раз поздравляю всех с наступающим или уже с наступившим Новым годом. Буду рад, если вы поддержите меня и мой канал лайком и подпиской.